Приветствую вас, дамы и господа. Продолжим разговор о нефти. Похоже, что система мировых рынков и возможности экспортеров энергоресурсов разрушена бездарностью путинских переговорщиков и пандемией COVID-19. В воскресенье два главных участника конфликта, Россия и Саудовская Аравия, достигли соглашения о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Помните, да? Трамп недавно очень туманно высказался о том, что США якобы тоже сократят свою добычу нефти. Но дальше вербальных заявлений дело-то не пошло. Мировая экономика нестабильна, и ей грозит рецессия. Поэтому соглашение нефтедобытчиков чревато последствиями. Но это кратковременная мера. И не исключено, что путинская Россия, спровоцировавшая это противостояние, в итоге проиграет. А скорее всего так и будет. Нефтяной рынок выглядел совсем иначе всего 1,5 месяца назад, когда Кремль и Эр-Рияд решили, что у них есть преимущество друг перед другом, затеяв выяснение отношений, кто лучше знает, как управлять нефтяными ценами. В 2016 году, когда Россия и ряд других производителей нефти присоединились к имевшимся членам картеля, их расчет был основан на простой рыночной экономике. Производители соглашались ограничить предложение, чтобы не допустить падения спроса. Поначалу это соглашение отчасти дало результат. Цены на нефть выросли с 27 долларов за баррель в 2016 году до 60 с лишним долларов в 2019 году. Но оно оказалось далеко не идеальным по причинам климатического и геологического фактора. Российские нефтяные скважины, например, труднее приспособить к различным условиям, чем саудовские. Их нельзя просто закрыть сегодня и снова открыть завтра. В России сокращение объемов добычи может привести к повреждению скважин и потере некоторых месторождений на долгие годы, а возможно навсегда. Это означало, что российские компании продолжали качать нефть в гораздо больших объемах, чем обещали официальные лица страны во главе с Путиным. Российские нефтяники говорили примерно следующее. Мы продолжаем добывать и делаем вид, что не добываем. Воровато посмеивались они. Сечин, путинский дружок и глава Роснефти, в кавычках, был вообще против каких-либо соглашений добычи в рамках соглашения ОПЕК. В целом, соглашаясь на ограничение добычи, Россия лишила себя дополнительной прибыли. А в США, благодаря высоким ценам, добыча сланцевой нефти была экономически выгодной, и американские производители сланцевой нефти, не связанные обязательствами в рамках соглашения ОПЕК+, могли добывать сколько заблагорассудится. У Сечина были и личные причины возражать против сокращения добычи. Он хотел, чтобы Роснефть разрабатывала новые и требующие больших вложений нефтяные месторождения в Арктике. Но пока компания в своих действиях была ограничена правилами ОПЕК+, реализация этих проектов была невозможна. Независимо от того, что путинская Россия действовала недобросовестно по сдерживанию добычи нефти, поначалу соглашение ОПЕК+ было выгодно. В течение 3 лет согласованные сокращения добычи принесли России дополнительные доходы от продажи углеводородов в размере 175 миллиардов долларов, ориентировочно, часть которых была попросту разворована, конечно же. Но поскольку в начале этого года спрос на нефть падал, а вместе с ним и цены, лежащее в основе этого соглашения взаимопонимание, допускающее попустительство, вытеснила экономика, основанная уже на трезвом реализме. В начале марта Аравия потребовала от участников соглашения ОПЕК+ дальнейшего сокращения добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В условиях падения цен принц Бен Салман и другие влиятельные фигуры в энергетической отрасли Аравии были менее склонны закрывать глаза
на нестрогое соблюдение путинской Россией соглашения о совместном сокращении добычи. Позже стороны обвинили друг друга в недобросовестности, в договоренностях, и началось противостояние. Либо Россия согласится на дальнейшее сокращение, либо соглашение ОПЕК+ будет разорвано, и его участники будут добывать столько, сколько им захочется. К этому времени последствия распространения коронавируса в Китае уже оказывали негативное влияние на поставки нефти и способствовали снижению объемов экономического производства. Путину ограничение объемов добычи в целях поддержания высоких цен казалось занятием бессмысленным или, по крайней мере, неэффективным. Цитата. «Бороться с ситуацией падающего спроса, когда дно не очевидно и не ясно, где оно находится, мы не можем», заявил в интервью агентству Рейтер заместитель министра энергетики Сорокин. Сечин, видимо, снова обращается к Путину с просьбой не идти на соглашение ОПЕК+, так как сделка создаст преимущество для США и таким образом представит собой стратегическую угрозу для России. Кроме того, Сечин якобы сказал Путину, что Россия должна нанести удар по американской сланцевой промышленности и саудовскому бюджету в самый болезненный момент, то есть когда спрос на нефть уже падает. В итоге 6 марта в Вене представители Аравии и России не пришли к соглашению, переговоры закончились, как мы все знаем, ничем. Саудовская Аравия ответила тем, что начала добывать нефть в объемах, существовавших до заключения соглашения ОПЕК+. И дополнительно выбросила на рынок 2 миллиона баррелей по очень льготной цене. За один день цены на нефть упали на 28, и рубль подешевел по отношению к доллару на 15. Путин с министрами считали, что Аравия подергается и уступит первой, так как считали, что их бюджет долго не выдержит низких цен. Но как это уже становится нормой, просчитались. И просчитался. Эта уверенность зависела от цены на нефть, при которой сбалансирован национальный бюджет каждой страны. Для России эта цифра составляет 43-45 долларов за баррель, для Аравии 75-80 долларов. Кстати, высокие бюджетные цены Аравии основаны на дорогостоящих проектах, таких как программа развития под названием «Видение Саудовской Аравии 2030», направленная на снижение нефтезависимости страны. А цены на нефть, заложенные в российский бюджет, это то, что необходимо нам, народу России, для поддержания страны. Кстати, в случае необходимости Риад мог бы отказаться от чрезмерных расходов и при этом оставаться относительно благополучным в экономическом плане и развитии регионе. В то же время ясного представления о том, что низкие цены уничтожат американского производителя сланцевой нефти, не было. В целом, добыча сланцевой нефти выгодна при ценах около 50 бакинских за баррель. Но в отличие от российских нефтемонополий и раздутых госкорпораций, как Роснефть и другие, в американском сланцевом секторе работает множество независимых компаний. И те, которые не разорятся, способны на некоторое время свести до минимума и даже прекратить добычу, а затем, когда надо, расконсервировать месторождение и запустить добычу вновь. Путин и Сечин сделали ставку на то, что Россия сможет обрушить нефтяной сектор США, продержавшись дольше за счет печатания денег и других махинаций с газовым рынком. В итоге ценовая война ударила по мировым нефтяным рынкам, как раз в то время, когда пандемия приобрела глобальные масштабы. И почти все крупные экономики в мире уже были в той или иной форме остановлены. И так как условия, когда предприятия закрыты, почти прекратилась торговля, самолеты не летают, корабли не ходят, яхты стоят в маринах, спрос на нефть упал до рекордного уровня.
а нефтяные рынки обрушены. Цены на нефть неумолимо поползли вниз. Данная картина теперь та реальность, с которой нам всем предстоит жить. Так что у гражданина Путина начинаются весьма скверные времена. Он хотел жить за счет общества, но общество не хотело, чтобы он жил за его счет, и поэтому он имеет, что имеет, и портит нам всем жизнь. Спасибо за внимание и удачи нам всем.